Здравствуйте! Сегодня начинаем новую серию об электродвигателях. И сегодня поговорим, как запустить трехфазный электродвигатель на 380, три фазы у него, от сети 220 вольт, с рабочим и пусковым конденсатором. Вот здесь я сразу наглядно собрал схему из конденсаторов. Параллельное подключение, то есть параллельно это один в другой, другой в другой. Вот они провода, смотрите. Через выключатель. Сейчас вот смотрите, видите, идет. Они не полярные. То есть можно крест-накрест даже, все равно они будут работать один в один и через выключатель. И в электродвигатель. Конденсаторы по 50 микрофарад. В сумме дают 150 микрофарад. Электродвигатель трехфазный. 2,2 киловатта. Только на 380 вольт. То есть 3, вот они клеммы, это 3 фазы. Есть еще электродвигатели 380-220. То есть у него 6 клемм, а этот только на 380. Конденсаторы, как я уже сказал, они нужны для сдвига фазы, то есть для запуска. Электродвигатели бывают однофазные, на 220 вольт, однофазники. Вот они хорошо распространены для насосов, компрессоров. Вот они хорошо идут. Вот этот для компрессора уже будет, наверное, маломощный. Надо киловатта на 3. Потому что у него потеря будет. Процентов 25 будет потери 30. Это еще если правильно конденсаторы подобрать. А если неправильно, он может и половину мощности потерять. Вот для чего важно подбирать конденсаторы правильно. Чтобы электродвигатель работал на своей мощности, которая у него есть. Всю выдавал. Также есть электродвигатели с рабочей пусковой обмоткой. Это мы все будем проговаривать дальше, в последующих видео. Также через частотный преобразователь будем подключать, снижать обороты. Он будет работать. Вот нужно обороты меньше. А как сделать? Регулятором оборотов, тока, этим напряжением ничего не сделаешь. Для асинхроники это не действует. Регулятор оборотов действует только на коллекторные электродвигатели. Это тоже будем разбирать дальше. Убираешь ток, но мощность падает. Это вот как на болгарке. Меньше оборотов ставишь, мощность болгарки падает. Потому что напряжение меньше, мощность меньше развивает мотор. На этом уже нужен частотный преобразователь, если хотите убрать обороты. И подключаем мы его от сети 220 вольт. То есть он рассчитан на 3 фазы, а мы его будем одной фазой запитывать. И вот пусковые конденсаторы, это все вместе будет пусковые конденсаторы 150 микрофарад. Мы отключаем потом 2 конденсатора. Вот он у меня выключатель, вот такой сделал. Ну, это наглядная схема. То есть 2 вот этих отрубаем. И в работе у нас будет на 50 микрофарад. 50 микрофарад рабочий. Пусковые конденсаторы нужны только для запуска. Они дают большой пусковой момент. Двигатель может работать на вале, может быть нагрузка, может быть ремень, там компрессор, еще что-то. То есть тяжелую нагрузку. И пусковые потом уже двигатель набрал обороты, пусковые конденсаторы мы выключаем, и остается рабочий конденсатор. А зачем же он нужен вообще, рабочий конденсатор? Двигатель и так будет работать. Рабочий конденсатор нужен для улучшенной работы двигателя. То есть нормально, то есть течет ток, двигатель без всяких рывков, без всего плавно идет работа. На рабочем конденсаторе двигатель разовьет где-то нагрузку от номинала своего, то есть 2,2 киловатта, процентов 80-75. Вот его мощность будет. А если вообще просто без рабочего конденсатора, то двигатель будет половина мощности. Вот 2,2 будет 1,1 киловатта будет. Но все равно дать нагрузку на вал, он может вообще остановиться, будет греться. Для улучшенной работы нужен пусковой конденсатор. Пусковой конденсатор, он, получается, дает искусственную фазу. У нас одна фаза в сети 220 вольт, а это получается искусственная фаза, и двигатель, ток по обмоткам течет равномерно. Двигатель меньше греется, меньше дергается, работа плавная и хорошая. Вот для чего он нужен. И также увеличивает мощность двигателя, как я уже сказал.
И сейчас вот покажу схему, как это делается. Тут 3 клеммы. На любые 2 клеммы подключаем 220. Это вот провода красный и черный, любые. Конденсаторы подключаем, тут тоже 2 провода от конденсаторов. Один на свободный провод, а другой на любой из питающих проводов. Ну и в зависимости там в какую сторону он будет вращаться, потом поменять провода. Но это ладно, сейчас мы его запустим. Конденсатор на питающий провод, на любой, на фазу или на 0 и на свободный провод. И электродвигатель наш запустится. Когда он запустится, мы выключим 2 вот этих конденсатора пусковых и останется 1 рабочий. А сейчас сразу 3 включится и 2 мы потом уберем. Что сейчас мы и начнем делать. Сразу вот. Сейчас разовьет номинальные обороты, я тумблер выключу. Все. На рабочем конденсаторе на одном работает. Все работает. Двигатель с охлаждением работать может часами. Сейчас у нас происходит 3 фазы идет практически. Искусственная фаза, то есть, образуется. Конденсатор образует искусственную фазу. И ток течет по двигателю плавно. Двигатель не будет греться, сейчас можно нагрузку. Развивает где-то 0,75-80% от своего номинала, от 2,2 киловатт. Если надо в другую сторону, надо перекинуть клеммы, питающие красную и черную, и конденсатор на другую клемму поставить. И будет вращаться в другую сторону. Двигатель сейчас вращается на меня. Все в порядке, мотор работает. Включаем, чтобы конденсаторы сейчас разрядились. Все. И будем подключать. Двигатель вращался на меня. Теперь надо нам в другую сторону. Сейчас будем перекидывать клеммы. Вот, перебросил я провода. 220 теперь пошли вот сюда. А конденсатор я 1 провод вот сюда переместил. И все, и он должен сейчас в другую сторону вращаться. То же самое сейчас разовьет обороты на пусковых конденсаторах. Мы его отключим. 2 вот этих. И будет работать на одном рабочем. Включаем. Все, двигатель вращается теперь от меня. Вот смотрите. Вот. Подключаю. Ну, он на пусковом обратно набрал обороты, до конца не стал выключать. Все. Пусковой конденсатор. Вот таким вот образом электродвигатель можно запустить в одну сторону, в другую. И трехфазный электродвигатель у вас будет работать от сети однофазной 220 вольт. Все нормально работает. Вот, все в порядке. Вот такой вот метод. Всем хорошего времени суток. Спасибо за внимание. До свидания. Подписывайтесь на канал. Серию про электродвигатели мы будем продолжать.